Нам подошел вот этот парень, и он знает Маурисио. Это его друг. Habla por Mauricio. Ah, hola Mauri. ¿Qué haces, papá? Mira lo que me encontré acá en la cascada. Вот здесь мы встретили человека. Он к нам подошел, познакомился. Мы говорим, а ты знаешь Маурисио? Он говорит, да, это мой друг. Короче, мы встретили двух аргентинцев в лесу. Просто на какой-то маленькой дорожке. И они нам показывают дорогу на водопад. Это все 8 утра в лесу, где есть шанс встретить двух русских, которые ходят по лесу. Ну, это забавно. И солнышко выходит, зрители. Рассвет. Как тебе, кис, такое утро? Это вообще какой-то сюр. Это, ну, честно сказать, я вообще, конечно, мы в какой-то лес, каких-то кушерях. Мы просто. выперлись сегодня просто потому, что мы проснулись ни свет ни заря. И как бы я говорю, ну давай пройдемся с утра. Да просто в каких-то кушерях. Где гарантия, что мы кого-то вообще встретим? А ребята аргентинцы идут с собаками гулять. Они, наверное, каждый день так делают. И они даже не удивились. Они увидели в каких-то кустах двух человек, Которые, ну, habla еще español. русские. Они такие, ну, они вообще не удивились. Мы в ахере Я были. говорю, мы ищем водопад. Они говорят, ну хорошо, он там, правильно. Я говорю, пройдем. Они говорят, да, пройдешь. Я говорю, ну пойдемте вместе, потому что... Они, да, пойдемте, короче. А тут идут себе русские. Русские. Ну да, аргентинцы идут себе, а русские на шухере. Я не могу понять, можно тут ходить, нельзя. Это частная территория, не частная. Вот, видишь, следы, чего? Ну, от колес от каких-то. Это же просто офигеть. Это вот офигеть. Покажи. Какой-то поселок там. Я взял, открыл Google карты, думаю, интересно, ну что там может быть за поселок. А это прям наш поселок, где наша земля. Вот это горы, на которые вид. И где-то вот мы сейчас прям смотрим на наши участки. То есть вот там, где какие-то крыши видны, это поселочек, где наши участки. Встретили вот такую табличку. Я даже не пытался читать, потому что я понимаю, что я тут ничего не знаю. Но я знаю слово «картар». И Надя его тоже выучила. И я-то не читаю, потому что я ничего не знаю. А Надя как будто знает еще меньше, но она читает. Она говорит, но картар. И я такой, о. И натива. Энридадера натива. То есть, судя по всему, это какое-то очень интересное редкое дерево. И висит табличка, типа, не резать его. Дороги вообще, вот все, мы куда-то зашли, и дорога не отображается ни на карте, ни визуально не отображается. Ну, мы начали путь. Как преодолеть? Вот так она выглядит. То есть, когда ты идешь по дороге, вот понять, что вот это вот продолжение... Тихо, я порву сейчас. Я себе так уже карман порвал на этих штанах. Ну, кстати, да. Вот так идешь по джунглям. Раз, опять какая-то табличка. Какие же. Кис, что ты скажешь? Интангибле. Я ничего не скажу. Вид. Ой. Обалдеть. Ну, это вообще. Ох ты, блин. Ты тоже аккуратно. Мы вчера на велосипедах с Кисой прокатились. Киса вообще попутала от таких приключений. Там дороги было полчаса. Ну, правда, по холмикам, как бы, дорога такая. Надя там, как недавно в новостях была вот эта новость, что там какие-то велосипедисты под Сочи там ехали и стонали на всю трассу. Вот Надя там вчера тоже исполняла. О, опять. Опять что-то. Мы, конечно, читать не умеем. Gracias. Максимум 5 персон. В общем, такая калиточка, которую предстоит открыть. И вот табличка, видите? Проходи и сэр. Я думаю, это что-то типа и закрой. Вон он, водопад.
Угу. Вон они, два. Блин, прикольно. Ой, прикольно. Обалдеть. Вот так залазишь, а здесь такое озеро. Тут нет камней, тут офигенный песочное дно. Ну, значит, наверное, чтобы лишний раз никто не попал. Пойдешь купаться? Мне кажется, если бы у нас с собой был бы полотенце, я бы прям серьезно задумался. Вот эти вот горы. Ya, de vuelta. Ya sabes. Мы, короче, сидим тут на камушке, к нам подошел вот этот парень, и он знает Маурисио. Это его друг. Habla por Mauricio. Ah, hola Mauri. ¿Qué haces, papá? Mira lo que me encontré acá en la cascada. Вот здесь мы встретили человека. Он к нам подошел, познакомился. Мы говорим, а ты знаешь Маурисио? Он говорит, да, это мой друг. Все, мы собираемся спешно. И этот чувак сказал, гоу ко мне домой пить маты. Пойдемте, говорит, ко мне маты попьем. Короче, ребята, это вообще что-то невероятное. Просто жесть. Вот это очень красивое место. Тут вот этого не видно, но тут камень с таким склоном. Когда по нему просто идешь, достаточно комфортно. Но когда ты смотришь, где ты идешь, то становится некомфортно, потому что, ну вот по собаке не видно. Ну, достаточно сильный склон. Это его собака. Короче, тут шли собаки. Много собак и лаяли. И, честно сказать, почему-то меня это встревожило. Ну, то есть, непонятно, вот в таком месте никого нету. Какие-то собаки, и они гавкают сами с собой. А это его собаки. Может, он мимо нас проходил. Он нас, видимо, услышал. Мы тут с Надей громко разговаривали. Вот. И он к нам подошел. И вот мы идем теперь. Узнаете сюжеты из того видео-то в гостях у индейцев? Мы там тоже ходили вот так за Маурисио, по речке. Смотрите, тоже как у Маурисио я вам показывал шланги. Вот идут шланги с водой. И тут у него какое-то убежище. Гамак. Видите, гамак. Тут человек лежит, отдыхает. Acá en verano es lindo. Sí, la sombra. Смотрите, калитка. Калитка. En la puerta. Пуэрто, ля Пуэрто, си. Вообще, а тут гляньте, опять другая природа. Такая достаточно похожа на джунгли. То есть много вот этих лиан, которые я показывал, что мне они раздражают, потому что они очень агрессивно заплетают все вокруг. И мне кажется, что это нехорошо. И гляньте, мы идем. Просто такая тропинка в каком-то лесу. Куда-то идем.
Это ж надо было вообще в другом поселке встретить знакомого от нашего знакомого Маурисио, который живет там в индейской, типа, я не знаю, правильно это можно сказать, резервация, но это типа резерву, как заповедная зона. Вот тут какие-то конструкции, сарайчик. Вот там в палатке, приличная такая палатка, ловцы снов. Тут какой-то огородик. Я в туалет жестко хочу. И там у него живет друг. Тут раковина стоит. Инструмент, топоры. Вот такой навес. Надя там о чем-то с ним разговаривает. Лестница наверх. Глянь. Глянь, какой дом. А? Охренеть. Вот это автомобильные стекла. Просто вы зацените, как он снаружи, да, сначала. Зацените, как он выглядит. То есть вот эта крыша на уровне моих плечей примерно. Крыша вот вся неровная. И не живая крыша. О, котик. Видите? Котика. Ну, то есть он ее не стал почему-то ничем застилать. Вот так у него в лесу. Тут огородик. Смотрите. Не знаю, что это растет. Там клумбочка. Ну, достаточно заросшая клумбочка. Вот здесь что? Он выращивает вот эту красные эти ягоды. Мне кажется, они несъедобные. Такая вот изгородь из какой-то типа соломы. Ты видел, там грецкие орехи? Несколько деревьев грецких Так смотри, сколько у него грецких орехов. Так 15 деревьев. 15? 5, может быть, сынку? Или кинсы? Нет, Кинсы? кинца. 15 Вот, деревьев. это кинцы. А я говорил, помнишь, я говорил, что орехи — это тема, я как-то нарвался на видео. Ты про фундук говорил. Ну, в любом случае, любые орехи — это тема. Да, так они здесь растут, потому что здесь другая земля около речки. Мгм. Здесь не такая, как у нас. Тут вот у него слышно, как журчит речка. Тут тоже раковина. Посадить можно из самого ореха и вырастет вот это дерево. Смотри, здесь тоже раковина стоит. Да. Ну, типа вода проведена. Вон из речки как будто. А крыша, кстати, он частично ее пытается как будто бы сделать живой, потому что вот я вижу там где-то, может он даже не пытается, может оно само там проросло в грязи. А здесь, посмотри, Тут кругом у него шланги, вода, бутылки, да. Крыша, смотрите, вот тростник лежит. На толстом тростнике лежит тонкий тростник. И там тоже растет. вот эти вот, это все здесь местные, вот эти все деревья, все это Тут на местные. тростнике лежит картонка, потом целлофан, потом, наверное, земля. Он говорит, что табличка, которая там висела про медитацию, еще что-то, что это он ее там повесил. Вот тут маты по специальному рецепту, помело, яблоки, орешки мы поели. Вот грецкие орешки. Да. Они здесь растут. ¿Hay grisquería en Rusia? ¿En qué parte de Rusia? Кепард? ¿Dónde? Но Москву. Но Москву. Москву. Сочи. Ajá. ¿Cerca a Moscú? Но. ¿Hacia Europa? ¿Europa o Asia? Но Европа, Азия, как это? Азия, не Азия. Турки. Серка En Турки. Turquía. Ajá. San Petersburgo, por ahí. Но. Санкт-Петербурга, Серка Москву. А Сочи, Серко Турки. Серка Турки. Ok. Блэк. Блэк, море, как это? Негро. Mar Negro. Мар Негро. Mar Си. Ah, llega al Mar С? Negro. Bien. No, no gusta. Фран почистил яблоко и кормит собак шкорками от яблок. Ой, упало. Да. Вот у нас чищенный. Синдаля. Sentada. Синтада, видимо, сидеть. Мгм. Да. Мгм. Си. Sentada. Они за Синтада. яблочные шкорки выполняют задание. Оп.
А что такое? Побежали туда. Короче, Фран говорит, этому дому уже Аларма. 15 лет. Аларма. 15 años esta casa. 15 лет. Ну, частями он его строил, ну, то есть этот дом уже стоит 15 лет. Кстати, газовый баллон. И мы идем к реке. Вот это гостевой дом. Я сначала подумал, что у него тут друг живет, а он имел в виду, что это дом для гостей. Fuego. Фуэво. Фуэго. Para ustedes, capaz. Говорит, это дом для вас. Вау. Ох ты, у него тут терраска. Вау. А ты тогда куда надо? До сюда можешь подниматься. Тут какие-то, видите, сооружения, подпорки под ветками. Да, и вот подпорка, видите? То есть, чтобы ветки не падали, не обламывались. Он их подпирает. Я иду с маты. Фран идет с чайником. Собаки с нами. Орешки мы еще едим грецкие. Параллельно. Desnivel. Очень красиво. Manguera. Arriba. Надя спрашивает, докуда река разливается. Тут у него свои водопадики. Sí. No hay mucho desnivel. Ну, я так понимаю, что разливается, наверное, примерно до вот тех деревьев, до края. Y viajar mucho por Argentina. А Фано это? No, ya no. Это, Poco, poco. Короче, он нас выводил через ту дверь, через которую мы пришли, а потом говорит, у вас там вещей на водопаде нету. Мы говорим, нет. Он говорит, тогда я вас сейчас проведу более лучшим коротким путем. И на завтра мы договорились прийти пожарить мясо. Прийти пожарить мясо. Это мы по его двору. Идем? Es medicina. А, А, это вот медицина Esto es кора. medicina. Кора. Угу. Бронхо. Sí. Братья. Дал нам лечебной коры. Лечебной травы, кстати, тоже дал. Просто подарил лечебной травы. А Наде лечебной коры. Ого. О, ступеньки пошли. Калиточка опять вот такая. С баночками. Даже не представляю, куда мы сейчас выйдем. Уколол себе пальцы. Что ты об этом думаешь, кис? Что ты скажешь об этом? Я вообще в некотором шоке. Ну как такое может быть? Вот как? Сначала в одних мы случайно встретили Встретили. Маурисио, Да. а теперь где-то в районе 30, 40, 50 километрах мы встретили его кента. Да, и причем Маурисио говорит, да, что у меня там, там Есть друг. есть друг. И мы этого друга нашли. А еще... Мы опять шатаемся просто сами с собой по ебе каким-то, незапланированно. Да, просто пошли. А еще прикол в том, что утром мы вышли. И, значит, Родион говорит, так, надо, в общем, Юру будить, чтобы он нас водил на водопад. А время 6 утра. Ну я Да, прикололся. прикололся. В итоге мы пришли на водопад сами. А еще до этого, потом где-то мы тут ходили, и Родион говорит, вот сейчас бы встретить друга Маурисио. Такие, ну как бы, ну это же вообще в принципе нереально. Ну в принципе это нереально, просто идти по лесу и встретить
другом другого. Но мы ходим, видимо, в тех местах по тому лесу, где надо Вот, ходить. вот, чтобы... но мы в том лесу именно. В том этом месте, лесу где мы надо. ходим по тем тропинкам, по которым можно встретить друга Это Маурисио. вообще просто вообще, ну, честно сказать, это просто... А завтра мы идем на мясо к нему жарить. У меня слов нет. Подписывайся, если еще не подписался. Чтобы чудеса, смотреть, как чудеса случаются в Аргентине.